Всем доброго раннего утра. Поскольку уже раннее утро, без 25. Вы знаете, что я как Наполеон сплю 3 часа, но иногда 5 часов могу себе позволить такую роскошь. И сейчас я хочу поговорить с вами об очень важной составляющей части жизни женщины. У нас фейерверк духов начался. Итак, продолжим. В жизни каждой женщины наступает такой момент, когда она понимает, что пришло время, и что ей хочется создать семью, что она уже к этому готова. Быть может, прошла уже, скажем так, не очень хороший опыт, поняла многое для себя. Некоторые говорят, первый брак – это репетиция ко второму счастливому браку. Слышали такое, да? Когда женщина уже не повторяет тех ошибок, которые совершала. Юность и молодость уже позади. Впереди зрелость. И уже можно решиться на определенный ответственный шаг. Но не всегда получается женщине выйти замуж. Если я вам дарила, скажем так, ритуалы, чтобы нашелся жених, чтобы нашелся человек, который будет любить, заботиться, встречаться с вами, а после уже вы как бы среди этих женихов выберете себе подходящую кандидатуру, то в этом случае, скажем так, этот ритуал именно вызов мужа. Но вызов мужа, как выйти замуж, этот ритуал совершается точно так же вместе с практиком. Потому что прежде чем вы обратитесь к определенной силе, человек практикующий, знающий, опытный в этом деле должен как бы очистить дорогу к тем силам, как бы предупредить их и подготовить почву для того, чтобы вы, совершив все остальные действия, получили помощь, одобрение этих сил. И чтобы у вас это получилось. Итак, после того, как вы обратились к человеку, который умеет вызывать, да, жениха, умеет вас отправлять под венец и знает, каким образом нужно убрать препятствия к браку, после заключительный момент, когда вы сами проводите этот ритуал, и уже у вас получается встретить того мужчину, который вас устраивает, дорогие друзья. Точнее, эти силы его к вам приводят. Что нужно вам для этого? Для начала вы должны найти лесной перекресток, либо поезжайте с кем-нибудь. Если боитесь одна, попросите подругу или кого-нибудь встать рядом с вами. Так, секунду. Рядом это означает чуть подальше, подождать вас. Вам нужно взять 4 рюмки, красное полусладкое вино. Ну, желательно открыть, чтобы там потом не открывать посреди леса. 4 маленькие блюдца, тарелки. Ну, можете взять банку меда, просто распределить этот мед, да, по 4 этим маленьким блюдцам. И 4 пятака. Разложите на каждую дорогу. То есть поставьте на каждую дорогу. Встаньте посредине дороги. И это заклинание говорите 4 раза, поворачиваясь лицом к определенной дороге, поскольку вы знаете, что перекресток это 4 дороги, да? Повернулись лицом
к одной стороне дороги, прочитали, потом дальше. И отвернулись, ушли домой. Дальнейшие действия, я вам скажу, это еще не все. Так вот, значит, 4 блюдца с медом, 4 рюмки с вином, разлейте вино, все остальное, что останется, поставьте прямо там эту бутылку. 4 пятака. Разложить на каждую дорогу перекрестка в лесу или в таком парковой зоне, в общем, в таком месте, где вас никто не увидит. Это не делается ночью, да. Это не обязательно делать ночью. Луна здесь не имеет никакого значения, потому что у меня, когда спрашивают, меня это раздражает. Если будет иметь значение, я скажу. И я говорю, когда имеет значение. Я стараюсь подарить такие ритуалы простым людям, в которых, в принципе, цикл Луны не играет роли. Потому что человеку ты не можешь сказать, подожди месяц, когда Луна начнет расти, чтобы провести ритуал на деньги. Согласны? Итак, пойдемте. Встали и говорите 4 раза лицом к каждой дороге. С 4 дорог, 4 духов призываю, медом и вином угощаю, пятаки дарю и посылаю в поиск мужа мне. Найдите мне мужа, приведите мужа, купца-богача, али великого врача, али признанного миром, знаменитого, богатого да родовитого. Мужчину сильного, мужчину красивого, мужчину богатого, мужчину знатного. Щедрого, доброго, бесподобного, заклинаю водой и воздухом, солнцем и луной, и древней силой, духи услышали и поспешили исполнить. 4 духа с 4 дорог, медом угощайтесь, вином утолите жажду, пятаки в дорогу берите, и за моим мужем умчитесь. Берите, духи, меня за руки и ведите под венец. Да будет так, и так будет. Заклинаю. Постоянно повторяя богача, богача, вы как бы напоминаете, что вам нужен мужчина любой профессии, но чтобы он был обеспечен. Итак, когда вы это все сказали, в течение 3 дней найдите бедного человека на улице, подайте милостыню, вы знаете, где у вас в городе эти люди собираются. Либо возле церкви подайте, либо еще где-нибудь. Если не найдете, то положите деньги, ну, немалую сумму. Постарайтесь там, например, 5000 положить, там, 1000 положить, $100 положить. Ну, в чей-нибудь там почтовый ящик. Можете даже своим соседям, которые нуждаются, знаете вы их, да, и положили. Можете с запиской, что это от чистого сердца просто. Даже так можете сделать. Когда положите эти деньги, либо бедному будете отдавать, либо положите в этот ящик, просто так на скамейках или где-нибудь не оставляйте. Не годится таким образом откупаться. Когда положите эти деньги или будете отдавать, говорите: стану богатой, дам еще больше. И вот когда вы встретите этого мужчину, и все у вас будет хорошо, постарайтесь найти либо этого бедняка, либо кого-нибудь другого бедняка, либо туда же прийти к этому же почтовому ящику, либо к другому. Но в любом случае откупитесь еще раз. И как вы обещали, дайте еще больше, чтобы это все было впрок. Поймите, просто так ничего не отдавая, если вы будете, знаете, так слепо следовать за такими дураками, которые вас учат, что вам можно полиэтиленовым пакетом, одной свечой вызывать богатство, если вы будете руководствоваться тем, что я ничего отдавать не хочу, но хочу, чтобы мне богатство дали, вам никогда ничего не дадут. Вы должны уметь жертвовать, вы должны отдавать, только тогда вам вернется. Итак, это 2 этап. После того, как вы это все сделали, идите покупайте мужские тапки. Кстати, если у вас есть старые тапки первого мужа, бывшего мужа, хоть кого, выкидывайте в мусорный ящик, говорите: ты уходишь и все прошлое с собой забираешь. Придет новый 100 раз лучше. Если есть. Если нету, значит, покупайте в любой день мужские тапки, не торгуясь.
Либо, если вы берете в супермаркете, постарайтесь дать ровную цену, либо расплатиться, например, картой, чтобы вам сдачи не отдали. Или не берите эту сдачу. Принесите домой эти тапки, положите посреди прямо входной комнаты, там, возле дверей, главных дверей, входных. Говорите: приходи, новый муж, будем жить, поживать, добра наживать, вместе деток качать, вместе жить, вместе спать. Духи за тобой идут, тебя ко мне приведут, поклонитесь. Вот так вот этим тапкам, как бы не смешно звучало, потому что мужчина, он глава. Если вы хотите главу себе в жизнь, не того, которого надо всему учить и за уши драть и за руку вести, а главу, если вы хотите, это не означает, что вы будете рабом и будете там под домашним арестом. Нет. Но если вы хотите себе главу, сильного мужчину, значит, поклонитесь этим тапкам и говорите: приди, хозяин, приди, барин, хоромы наши тебя ждут. Аминь. И спрячьте эти тапки, куда-нибудь положите. Ну, желательно на видном месте вообще-то. Даже если спросят, не отвечайте, скажите: да, неважно, не обращайте внимания. Итак, первый этап – это с перекрестком. Что вы должны сделать с медом, с вином, с пятаками? Почитать 4 раза, поворачиваясь к каждой дороге. После вы должны найти либо нищего человека, либо положить кому-нибудь определенную сумму денег, скажем, в почтовый ящик, там, возле двери оставить. Ну, пенсионеры есть у вас там, как-нибудь так сделайте, чтобы не обидеть их, да, и отдайте. Со словами: стану богатой, дам еще больше. И когда у вас появится мужчина обеспеченный, нормальный, достойный, вы опять же откупитесь большой суммой денег. Ну, большой не миллионы, ну 5 тысяч, ну 7 тысяч, 10, насколько у вас, то есть для вас, как для вас будут эти деньги выглядеть большими. После этого, как вы откупились, да, первый раз, вы покупаете мужские тапки без сдачи, не берете сдачи. И проводите третий этап, скажем, третий этап этого ритуала. Это все вы должны сделать за 6 дней. То есть вы можете за 1 день это сделать, за 2 дня, но за 6 дней вы должны уложиться. И в скором времени у вас придет этот мужчина. Но еще раз говорю, можете провести, конечно, без помощи ведьмы, но может получиться, может нет. Может прийти не совсем тот, который хотелось бы. А если вы хотите, чтобы наверняка получилось, вы должны сначала попросить ее помощи. Она должна кое-что провести для вас, открыть эти дороги, а после провести можете вы. Это элементарное, нормальное, знаете, отношение к магии, к силам, когда ты понимаешь, что есть вещи, которые запретны для тебя, поэтому без разрешения, без дозволения лучше к ним не подходить. А вот когда человек для вас открыл эту дорогу, позволил, сделал, сказал: все, можешь теперь ты сделать. Пожалуйста, дальше можете делать, у вас наверняка получится, потому что, насколько мы все уже с вами поняли, наши ритуалы все получаются. У тех людей, которые уважают создателей этих ритуалов, которые хотят, которые желают перемен и делают, не ленятся. Всем удачи и всех благ.